Меня зовут Олег. У меня есть бизнес-компания Copter Express. Мы делаем дроны. И вот сейчас я вам расскажу, сколько у нас времени, минут 45, какое-то свое видение про технологическое предпринимательство, поделюсь опытом. И надеюсь, что будет полезно. Моя цель, чтобы вам донести, может быть, 1, 2, 3 каких-то полезных мыслей, которые помогут вам прямо сейчас двигаться в сторону предпринимательства, бизнеса или каких-то изобретений, может быть, я уж не знаю, у кого какие есть амбиции, у кого какие есть желания. Вообще бизнес, он такой, конечно, очень большой, в смысле вообще в целом понятие бизнеса очень большое. Бывают компании микро, малые, средние, большие. Вот у меня малая компания, 50 человек работает и оборот в год около 100 миллионов рублей. То есть компания малая, но это и хорошо, потому что вам, как совсем начинающим, полезны советы не каких-то крупных компаний, у которых совсем другие проблемы, а полезно услышать что-то, что может помочь вам сейчас сделать какие-то первые шаги и, так сказать, может быть, как-то, не знаю, короче, чтобы вы время не зря потратили. Вот. И, наверное, у меня есть презентация коротенькая, но, наверное, что-то покажу. Вот, если ее... вот она сзади меня. Да, мы делаем различные дроны, и компанию мне 30 лет сейчас, и я первую компанию зарегистрировал в 2008 году, то есть 9 лет назад. И это уже мой третий бизнес. Первый был совсем неуспешный, а второй был более-менее успешный, то есть прибыльный. В первой компании была, я мобильные приложения разрабатывал. Вторая, это мы делали для конференции видеосъемку интернет-трансляции. Как вот здесь, например, происходит. Вот этот бизнес тоже у меня был, но он был уже прибыльный, но я не смог его смасштабировать. И третий бизнес – это летающие роботы, то есть это коптеры. Мы долго шли от идеи, что, может быть, сначала доставлять грузы по воздуху, может быть, делать какие-то аэроработы, и пришли к тому, что больше всего денег мы можем заработать именно на продаже самих аппаратов. То есть все вы знаете, наверное, китайскую компанию DJI, которая является лидером в рынке дронов, и мы хотим тоже, соответственно, смотря на нее, стать тоже лидером рынка дронов, но только не персональных дронов, а дронов для бизнеса. Сейчас у нас есть 3 продукта. Один из них для образования. Это конструктор квадрокоптера «Клевер», который можно собрать, запрограммировать, научиться летать. И тут на секции технологии движения, там ребята его собирают и делают для него модуль для перевозки груза. Второй коптер – это автономный дрон для мониторинга вместе со станцией базирования, которая его заряжает. Это уже для такого промышленного применения, для строительства и для охранников. И третий дрон – это для доставки грузов. Он у нас перспективный. Сейчас мы несколько проектов ведем, но пока еще финальной такой модели нет. Но мы очень надеемся, что на различных кейсах доставки пиццы, доставки лекарств, доставки различных вещей из интернет-магазинов мы выработаем ту самую модель потребления этой доставки по воздуху, чтобы ее можно было масштабировать во всех городах. Это вкратце про меня. И я еще минут 15 поговорю, вы вопросы какие-нибудь думаете, чтобы я мог вам какие-то вопросы ответить, которые, может быть, вас волнуют. И, в общем, что я думаю про бизнес, да? То, что... Кидал вкратце презентацию. То, что, конечно, все начинается с амбиций. Амбиции – это самое главное желание, которое есть у людей. Они заставляют двигаться и что-то делать вперед. И у многих, конечно, амбиции, они такие непонятные, не сформированные, или их вообще нет. Это не очень круто. Круто, когда, конечно, амбиции, они какие-то достаточно существенные и интересные, чтобы их хватило на то, чтобы прожить интересную жизнь. И амбиции, конечно, разные бывают. И амбиции, если просто, например,
ну, там, комфортно жить, отдыхать, ничего не делать, это на самом деле не про бизнес. Про бизнес амбиции должны быть привнести что-то новое, создать какой-то новый рынок, разработать какую-то новую технологию, которая улучшит жизнь людей и так далее. Потому что если вы хотите ничего не делать, то бизнес-путь, он сложный, он очень извилистый, долгий, и, скорее всего, так не получится. Придется очень-очень много работать, и вы свою цель никогда не добьетесь. Вот. Ну, может быть, только когда станете пенсионерами, и, ну, как бы просто ничего не делать можно и так. Не обязательно идти в бизнес, чтобы ничего не делать. Идти в бизнес надо, чтобы как раз-таки много очень работать и сделать что-то интересное. И, соответственно, везде нас окружают возможности, и эти возможности, их надо все время искать, все время фильтровать окружающие вещи, чтобы что-то находить, и тогда вы научитесь видеть их во всем. Это как такой навык. Вообще, сам по себе бизнес, ему можно научиться делать бизнес, и это просто такой процесс, ну, как, например, научиться классно, например, плавать, да, стать там мастером спорта по плаванию. То есть это очень много тренировок, очень много различных попыток, там сначала не получается, но потихонечку становится получаться все лучше и лучше, и различные бизнес-возможности, которые окружают каждого из нас каждый день, вы становитесь их видеть все лучше и лучше после того, как начинаете пробовать их замечать и на них реагировать. То есть, например, человек может идти мимо дороги и не видеть, например, там какую-нибудь монетку, которая лежит, а человек, который этого ожидает, ищет постоянно там какую-то возможность, он ее заметит, например. Вот. Так. Вот такая тоже картинка избитая. Я вообще презентацию очень быстро накидал, различные картинки в интернете, самые такие банальные. Но что тут самое главное, да, что вот эта дорога, которая планируется, да, к какому-то успеху, к какому-то там большому количеству денег и так далее, хочется, чтобы это было максимально быстро и максимально просто. Но в реальности это, во-первых, очень тяжело, а во-вторых, очень долго. И вот к этому надо быть готовым, что, скорее всего, быстро ничего не получится. Если вы хотите какой-то получить быстрый результат, то вот вполне возможно, что возникнут какие-то сложности, которые станут на вашем пути, и придется, например, все делать заново. Там, например, потеряете деньги, вас там кинет какой-то клиент или поставщик, что-нибудь еще случиться может, там, как конкурент какой-нибудь окажется быстрее, сильнее вас. И вместо того, чтобы пройти путь, например, за год или за 3, путь в бизнесе может занять 30 лет, например. Вот. Это очень много, особенно для вас, когда вы думаете, что вы недолго живете, да, там 16 лет, и для вас, например, 30 лет – это очень огромный срок. Но, к сожалению, как бы надо быть готовым к тому, что ваша какая-то деятельность, она может очень сильно растянуться по различным причинам. Но, конечно, чем вы будете более усердны, тем это пойдет быстрее. Вот. И как раз-таки, чтобы как раз шло быстрее, нужно рисковать. То есть риск – это такая вещь, которая может ускорить вас. То есть вы можете не рисковать или мало очень рисковать, и вы будете двигаться очень медленно. А можете рисковать сильно и двигаться какими-то скачками. Вот. Но это очень опасно, и, конечно, я не советую как-то очень сильно рисковать. Но вот тот уровень риска, который вы для себя определяете, он зависит только от вас, больше ни от кого, и он зависит, и от этого может зависеть ваш как бы путь развития, становления как предпринимателей, бизнесменов. Поэтому к риску надо быть готовым и понимать, что он всегда есть, и его
мало, скорее всего, не будет, скорее всего, будет много. Я вот, слышал, что миллиардеры, те, которые находятся в топе, там, топ-500 Forbes миллиардеров, они в среднем там банкротами становились 3 раза за свою карьеру. Вот. Это как бы в среднем, да, кто-то из них, может быть, 5 или 10 раз становился банкротом. И это огромный риск, и надо, конечно, иметь очень много здоровья, чтобы перейти через все невзгоды, которые лежат на пути. Очень много сложностей. И вот еще, например, многие думают, что чтобы начать бизнес, надо иметь какие-то деньги, найти какие-то деньги, стартовый капитал, а потом вот будет бизнес, и он будет приносить деньги. На самом деле задача поиска денег, она решается непрерывно. То есть вы как владелец бизнеса должны непрерывно искать задачу поиска денег. Это, по сути, и есть ваша главная задача. То есть деньги надо не только в начале найти, чтобы бизнес делать, а деньги нужно искать каждый день, когда у вас бизнес. Потому что всегда бывают там какие-то кассовые разрывы, какие-то там банк, например, обанкротился, там поставщик кинул. И те люди, которые через это... И вам придется проходить через это регулярно. То есть найти деньги в начале, а потом сделать бизнес не получится. Деньги найти — это не как какое-то действие, которое надо совершить, а это навык, которым надо научиться обладать. То есть не надо не найти деньги, чтобы сделать бизнес, а научиться всегда находить деньги в любой момент, когда они вам понадобятся. И вот это очень сложный навык, но им надо, конечно, учиться, потому что так вы один раз деньги найдете, начнете делать бизнес, а потом что-то случится, и все, и вы сразу обанкротитесь. И вот в этой долгой дороге предпринимательства, создания чего-то, надо выбрать какую-то свою исключительность, понимать, что можете такое сделать вы, чего не могут сделать другие. И хорошие бизнесы, они всегда вот чем-то таким обладают. Потому что, это может быть разные вещи. Это можно, например, как... Там, знаете, Илон Маск такой есть предприниматель в Америке. Вот он хочет, например, чтобы люди жили на Марсе, да, там колония была. Это такая исключительность, то есть он понимает, там, что может сделать он, чего не сделают другие. Вот другие, например, не сделают колонию на Марсе, а он, например, сделает. Но это может что-то и другое быть. Например, открыть кафе там в каком-то кампусе какого-то, например, студенческого городка. Или открыть магазин на какой-то улице, где нет магазинов. Да? То есть исключительность — это даже не то, что, например, никто больше не может сделать. Не надо недооценивать других людей, не надо недооценивать их способности, но вы понимаете, что это вот они не сделают. То есть не потому, что, может быть, не могут, а потому, что не хотят, потому что у них свои какие-то дела, какие-то свои планы, а вы это можете сделать, и для вас это возможность. То есть сделать что-то такое, что другие не сделают. Не могут, а просто не сделают в силу какой-то своей занятости или еще каких-то причин. А вы это сделаете, и там будет ваш бизнес, который будет приносить вам деньги. И это лучше, чем если просто конкурировать. Потому что когда вы выходите на какой-то рынок, который уже занят, например, то конкурировать это сложно и может быть не так эффективно быть. То есть там очень низкая маржинальность. А если когда вы делаете что-то новое, дело там, где еще никто не делал, то, во-первых, у вас маржинальность более высокая, и, во-вторых, вы как бы обладаете некой уникальностью, которая позволяет вам вести за себя людей, привлекать деньги, там, инвестиции и так далее. Вот. И надо быть честным, потому что это выгодно. Выгодно быть честным. Есть всякие там теории игр, которые рассказывают о том, какие есть стратегии, там честная стратегия, нечестная стратегия. Так вот, в среднесрочной и долгосрочной перспективе самая выигрышная только честная стратегия. Если вы кого-то обманете, вы можете получить какой-то выхлоп очень в маленьком промежутке времени, то есть очень в краткосрочной перспективе. А поскольку бизнес — это такая долгая, сложная дорога, то кроме как бы честным нет никакой возможности. Потому что если вы хоть раз кого-то обманете, вы, как бы
подставите под удар все свое будущее, всю свою будущую карьеру. Потому что в бизнесе очень важны именно такие вот договоренности, репутация. Это важнее, чем просто на работе. Если на работе вы можете быть классным там хирургом, но при этом всем подряд врать, например, это нормально. А в бизнесе так, к сожалению, не получается делать. И надо иметь очень много смелости, чтобы быть честным. Потому что иногда страшно сказать правду, но особенно себе самому, например. Но это надо делать всегда, и надо тренировать свой характер, чтобы всегда говорить правду. Как себе, так и другим. Так вот, бизнес – это про деньги на самом деле, и только про деньги. Любая компания, любой бизнес может быть упрощен до там, не знаю, двух чисел. Да? Это сколько компания зарабатывает, а сколько она тратит. И вот эта разница – это прибыль. И в этом и есть весь бизнес. И надо понимать, что ничего, кроме денег, с этой точки зрения в бизнесе нет. И деньги – это хорошо. То есть деньги – это не что-то такое плохое, что вас как-то портит или еще что-то. Нет, деньги – это очень классная вещь, и чем их больше, тем лучше. И надо себе это честно в этом признаться. И не бояться хотеть иметь много денег. Это тоже может быть одним из стопором, когда, например, какой-то человек, например, начинает делать бизнес, но он никогда не зарабатывал больше, например, 1 000 000 рублей в месяц. И ему очень трудно психологически начинать зарабатывать больше, потому что это как некий такой стеклянный потолок, в который он упирается. А чтобы делать действительно большой крутой бизнес, надо хотеть зарабатывать большие деньги там. Например, не знаю, $1 000 000 в час, например, или в день. То есть амбиции, величина бизнеса, докуда вы дорастете, она очень часто зависит от ваших амбиций. И поэтому деньги – это хорошо, и надо позволять себе мечтать, думать о больших деньгах. Но вот если бизнес, он только про деньги, то компания – это только про людей. Потому что вся компания – это то, где работают люди, и там деньги, они уходят на второй план. То есть все, что есть в компании, это все относится к людям, к тому, как объединить много людей в одном месте, в одной системе, которые смогут работать на вас, работать, принося вам пользу, реализовывать ваши какие-то идеи, планы, зарабатывать для вас деньги. И тут все механизмы, которые есть придуманы людьми за многие тысячелетия, управление там сначала рабами, потом там какими-то рабочими, потом партнерами, они все работают, они все примерно одинаковые. То есть все, что вы знаете про лидерство, оно все здесь, его необходимо будет применить и очень сильно развить в себе. То есть способность вести за собой людей, рассказать им о своей идее, о том, что вы хотите добиться, почему они могут вам помочь. Нематериальная мотивация различная, да, там хвалить кого надо ругать, оценивать людей, нанимать их на работу, увольнять. Это все большая работа, которую надо научиться эффективно делать. Вот. Но все это достаточно интересно, потому что с людьми взаимодействовать очень интересно. Можно очень много и самому от них научиться, и их научить. Поэтому если вы не любите людей, да, например, вообще не любите с ними общаться, то, скорее всего, компанию будет делать тяжело. Но бизнес при этом можно делать. То есть есть много других способов, как заработать деньги, например, оставляясь маленькой компанией, да, маленьким количеством людей, работать только с партнерами, то есть не нанимать штат. То есть очень много есть способов, но если вы хотите прям сделать большую компанию, то вам нужно очень хорошо научиться работать с людьми. То есть стать открытым человеком, чтобы вам доверяли и уметь разбираться в людях, оценивать их. Так, наверное, сейчас, что там еще? При этом надо с людьми не быть козлом, чтобы люди хорошо к вам относились тоже. И об этом надо всегда помнить. То есть если там
что-то идет не так, например, если вы там злитесь, стараться свою злость как-то держать в себе, не выливать на других. Или если, например, наоборот у вас все хорошо, то стараться этим тоже как-то с другими делиться, а не замыкаться только в себе. Потому что это очень важно на самом деле. Так, ну все, давайте я на этом закончу какую-то свою такие общие мысли. Вот, я всем желаю успеха, чтобы вы смогли добиться реализации своих амбиций. И, ну, наверное, напоследок хочу сказать, что, как есть такая поговорка, да, как бы надейся на лучшего, рассчитывай на худшее. Вот. И также есть поговорка с планированием, что действуй так, как будто бы завтра умрешь, а планируй так, как будто будешь вечно жить. Вот. И это очень правильно, и я бы не стал говорить о том, что там все мы умрем или что-нибудь еще, потому что это может быть не так. Сейчас технологии очень сильно развиваются, и есть вероятность, что кто-то из вас будет жить вечно. И это надо тоже об этом думать и планировать свою жизнь так, что вдруг вы будете вечно жить, да? И надо быть максимально здоровым, надо быть максимально интересующимся, умным, потому что очень будет тупо жить вечно, но при этом херово. Вот. А если вы разовьетесь и будете очень богатыми, умными, классными людьми, то вечная жизнь, она тоже будет очень эффективна. Вот. Ну, на этом все. Я готов на любые вопросы ответить. Полностью автономно делаем. То есть у нас такая концепция, значит, используем open source полетный контроллер Pixhawk и однопатный компьютер Raspberry Pi 3. Вот. И полностью программируем полностью автономный полет. То есть, ну, понятно, есть автономный полет по GPS, а касаемо всех остальных точных операций, например, точная посадка, захват груза, это делаем с помощью системы машинного зрения. То есть камера, которая распознает маркер, который находится на грузе или месте, куда надо приземлиться, и аппарат точно туда садится. Да. Ну вот тот продукт, который сейчас мы начинаем продавать, это 1,5 килограмма максимальный груз, расстояние 10 километров. Но мы собирали разные аппараты. Мы собирали, например, на 10 килограмм груз, который на 15 километров возил. Но они получались сильно дороже. Те аппараты, которые у нас есть, которые мы решили выходить на коммерческий рынок, они, во-первых, недорогие. То есть это 250 тысяч рублей стоимость самого коптера. И цена одного полета не более 100 рублей. И мы оперируем вот этими показателями, то есть сделать так, чтобы полет был очень дешевый, потому что иначе коптеру сложно конкурировать, например, с человеком, с курьером. Курьер, например, стоит 200 рублей, да, а полет, предположим, будет стоить 1000 рублей. И это будет неэффективно. И поэтому мы говорим о том, что коптер – это самый быстрый, самый дешевый и самый безопасный способ доставки грузов, но вот небольших только. Здравствуйте, меня зовут Метелев Михаил. У меня такой вопрос. Какую литературу вы можете нам посоветовать, которая нам сможет помочь, по вашему мнению, в наших стартапах? Какие у вас стартапы? Тут много направлений по всем направлениям форума. Я не очень люблю читать, потому что я медленно читаю, к сожалению. То есть, когда читаешь медленно, то не очень круто читать, потому что ты читаешь, тебе становится скучно. Вот. Если вы читаете быстро и любите читать, то книг очень много. Ну, я не знаю, я давно книги не читал, но, кстати, мне очень понравилось, я давно очень прочитал
книга такая тоже попсовая «От вант расправил плечи». И после нее я понял, что честность — это путь к эффективному коммуникации с людьми. То есть, мне кажется, например, такой книги это очень эффективно описано. Ну а так, книги есть для различных каких-то навыков, которые вы хотите прокачать. Есть всякие разные книги. Вот я читал тоже, ну, правда, тоже давно, там «7 навыков высокоэффективных людей», по-моему, Кови. Вот, там пописывается очень, ну, как бы, с точки зрения коммуникации в семье, с своими друзьями, там, в работе и так далее. То есть не специалист по книгам, честно говоря, читать не люблю. Да. Я Денис Тауренис. Вот ваша компания именно в России, ну, развернута, или вы еще в других есть странах? Сейчас мы только в России продаем, но мы сейчас вот начали процесс запуска своих товаров на Амазоне, на продажу в США. То есть мы только начали вот такой зарубежный маркетинг, пока еще результатов нет. Мы планируем сейчас до конца года 100 коптеров продать именно в Америке. Вот, но как продадим, может, в следующий год, если меня позовут, я расскажу этот опыт. Пока-то опыт только по России. Спасибо. Вот. Рычагов Алексей, Черкесск. Дадите на коптеры полетать? Конечно, ну, там, я не знаю, я с собой не взял ничего, но там ребята собирают. Таня, можно там полетать, нет? Да, да, говорит, да, конечно. Вы знаете, там, если вот тут выйти в ту зону, там красная — это лаборатория движения, и там ребята есть, которые собирают коптеры, вот, к ним можно подойти и полетать. Спасибо. Да. Так, ну что, есть еще вопросы или нет? Вот еще вопрос. Привет, меня зовут Максим. Все еще. Вопрос про комплектующие, наверное, не знаю, задавали или нет, я только пришел просто. Комплектующие вот коптеров ваших, они откуда? И какую часть вы, допустим, сами производите, какую часть покупаете? И ну, вот, хотелось бы узнать распределение вот, по странам. Понятное дело, что не все российское, и это нормально. Все китайское. То есть все, что есть, все китайское. В других странах не покупаем. В Китае есть очень много поставщиков, которые охватывают все необходимые вещи. То есть нет необходимости из каких-то еще стран везти. И если говорить, то, наверное, комплектующие, не знаю, 95% это вот не которые мы сами не делаем, мы покупаем. Это все электродвигатели, там и большинство электроники. Мы делаем только непосредственно ПО для автономных полетов, то есть, конечно, полностью наши. И все дроны с точки зрения конструктива, дизайна, ну и кое-какие платы, там платы распределения питания, там платы бэк, ну то есть эти тоже, ну для питания, в общем, потому что там достаточно такая штука, которая требуется высокая надежность, вот, а у китайских таких эффективных мы не нашли просто на рынке. И, конечно, занимаемся внешнеэкономической деятельностью, то есть увозим все это через транспортные компании, тоже там кучу документов, все на самом деле не так-то просто привезти, но, тем не менее, вот все это можно, но подумываем в следующем году все-таки открыть свое производство именно в Китае, потому что если, например, везти в Россию и в России собирать и продавать на российский рынок, то получается нормально и недорого, и по логистике более-менее дешевле, чем если готовые препараты везти. А если, например, продавать в США, то получается уже неэффективно, потому что очень долгая логистическая цепочка, чтобы все привезти в России собрать и привезти в США. Потому что из Китая в Штаты, например, получается примерно в 5 раз быстрее, если напрямую отправлять, чем если через Россию везти. Хорошо, а я не знаю, спрашивали опять или нет вопрос. Сколько продаете коптеров по количеству и кому?
Допустим, Ну, год. в том году 450, по-моему, продали. В этом году, я надеюсь, 1000 продадим. А в основном это учебным заведениям. Но есть клиенты и в области строительства и охраны. Хорошо, спасибо. А в агросектор не продаете там? В агро пока нет, не продаем. Надо Но разойти. просто мы пока сфокусировались на рынках. У нас есть направление мониторинга, но мы сфокусировались только на строительном и на охранном мониторинге. Но как бы много интересных проектов, вот там с РЖД, например, обсуждаем и так далее. Но пока на уровне понятно. проектов. Спасибо. Супер, успехов вам. Спасибо. Так, ну, да, еще вопрос. Здравствуйте, меня зовут Кленкова Евгения, я из Москвы. Где вы брали первоначальный капитал? У меня не было никакого первоначального капитала. Я первую компанию зарегистрировал вместе с моими друзьями-программистами, и мы поделили доли просто. Вот. Но она не получилась. На вторую компанию меня позвали работать, как наемный. Я генеральным директором работал в чужую компанию. Там проработал 3 года, заработал какие-то деньги, и потом создал такой похожий бизнес, но уже свой, полностью на свои деньги. И на нем, это на втором, да, там по видеотрансляциям, я уже заработал деньги и параллельно начал делать уже бизнес по коптерам, уже тоже полностью за свой счет. Брал только кредиты, и все. Спасибо. И вообще, кстати, по поводу кредитов, как бы я за кредиты. Я считаю, что кредиты это хорошо. Глупо не брать кредиты, если вы находитесь, например, на этапе роста бизнеса, потому что кредиты позволяют эффективнее, да, например, кредит вы берете, например, по 20% ставку, но положив его в бизнес, вы получите, например, 60% рентабельности как бы на этих деньгах. Поэтому кредиты это очень хорошо. Но тут надо понимать, что если вы полностью в своем бизнесе уверены, то, конечно, надо взять кредит, потому что это более дешевые деньги. Если вам дают, потому что кредит это очень сложно взять, то что нужно иметь некое залоговое имущество, которое можно, обеспечение по кредиту, потому что кредит без обеспечения обычно не дают. Но если есть возможность взять кредит, то кредит надо брать, потому что деньги получаются дешевле, чем если, например, вы инвестиции привлекаете. Потому что когда, например, вас инвестируют, то очень мало компаний успешными становится. Предположим, 1 из 10. И инвестор, он вот этот риск на всех перекладывает. И если вы станете успешными, то вам придется отвечать еще за 9 неуспешных компаний. То есть инвестору отдать намного больше, чем если бы просто взяли кредит в банке. И поэтому там всякие схемы инвесторы придумывают такие непростые, где вы обязаны, там, условно говоря, ему либо там кредит вернуть, плюс долю дать, плюс если бизнес не получится, то в другом бизнесе тоже ему вернуть этот долг и так далее. Вот. Поэтому инвестиции надо брать, если вы сами не до конца уверены в своих силах, например, в начале. Тогда лучше взять инвестиции, потому что вы с инвестором делите риски. А если вы уже в бизнесе уверены, то, конечно, тогда только кредит. Вот так. Нет вопросов больше. Ладно, тогда всем спасибо. Я надеюсь, было полезно. Вот. Еще вопрос? Давай. Я физик по образованию, закончил Московский физтех. Оно мне помогло, во-первых, я умею логически мыслить. А мир, он очень логически устроен, то есть это помогает в принятии любых решений, то есть логика, она нужна как в общении с людьми, со специалистами, так и в процессе принятия решений. Но, с другой стороны, когда чему-то учишься, например, в институте, да, чему-то сложному, ты напрягаешься, там, сдаешь, например, сессии, учишь очень много информации к тому, чтобы сдать, и ты учишься, доводить дело до конца, не останавливаться, там, не забивать, даже если надо там
ты 3 дня готовишься, и все дни там надо и днем, и ночью сидеть, чтобы это выучить. Вот это умение, соответственно, обрабатывать много информации, разбираться в сложных вещах и не забивать, если надо что-то сделать, то, значит, делать, пока это не сделаешь, вот оно помогает. Вот, но это можно в любом институте поучить, тут дело не в институте, дело больше в отношении, я считаю. То есть не то, чтобы меня там учили чему-то такое, что мне нужно, то есть такого нет, конечно. То есть, но меня научился сам каким-то таким вещам. Если сложная учеба, то когда ты делаешь какие-то сложные вещи, это в спорте тоже точно так же, да, то это очень сильно дисциплинирует. Ты получаешь качество, добиваться результата, не останавливаться на достигнутом. Вот это очень важно. Но это можно и в спорте получить, то есть это не обязательно в каком-то крутом вузе получать. Вот я так считаю. Но это для позиции, например, генерального директора. А если, например, ты технический директор, то, конечно, это важно, чтобы знать какие-то особенные технические вещи. Вот. Ладно, все. В общем, я желаю вам всем удачи. Надеюсь, кому-то оказалось полезным. Вот. Все. Успехов. Пока. Стой, погоди. Нас попросили немножко поговорить. И в рамках нее есть целый рынок будущего, так называемый Аэронет. Я думаю, что ребятки тоже в курсе. Если не в курсе, можете быстро загуглить на НТИ, Национальная технологическая инициатива. Как вы вписываетесь ли вы в эту государственную авантюру или нет? И что ты думаешь по этому поводу? Да, и причем я стою у истоков этой инициативы. Я узнал об этом. Меня друг позвал к Пескову Диме, который из агентства, из этих. Знаю такого, да. Да, это было там, по-моему, январь или февраль 2015 года, где это все только обсуждалось. И тогда еще не было никакого там аэронета. Мы только обсуждалась концепция. Потом был Foresight 4 в 2015 году, на котором я тоже был, где очень много уже продвинулось вперед в плане разработки дорожной карты. То есть я участвовал непосредственно в разработке дорожной карты по аэронету. И моя компания, вторая компания, которая получила грант в рамках НТИ, это произошло в этом году уже летом. А развитие или в дорожную карту включить? Это в дорожную карту. У нас небольшой грант, у нас грант там 21 миллион рублей государственных денег, там и 9 миллионов софинансирования. Но это именно прям все процедуры мы прошли такие взрослые, и то есть, что на 20 миллионов, что на миллиард, там, в принципе, путь один. И я, конечно, для меня это очень интересный опыт, потому что до этого с государственными деньгами не работал. Пришлось нанять очень классного бухгалтера, даже 2, юриста, экономиста, КДП полностью выстроить, то есть полностью сделать всю белую компанию. Не в том плане, что до этого я там как-то уходил от налогов, а в том плане, что российское законодательство, налоговый кодекс, он очень сложный. И если вы думаете, что вы полностью там в белую работаете, ничего не нарушаете, то, значит, скорее всего, просто плохо законы знаете, где-то что-то нарушаете. Либо там в аттестации рабочих мест, или в каких-то вещах, там неправильно, может быть, налоги считаете, что-то еще. То есть, абсолютно в белую полностью работать никогда не бывает, потому что те люди, которые у вас работают, бухгалтера, они делают какие-то ошибки, и так далее. И чтобы работать по этому проекту, мне примерно пришлось, таким бестолковым образом, с точки зрения реализации, потратить, наверное, 10 или 12 миллионов рублей за время проекта. То есть из там 21 миллиона... Половина денег, да, государственных? Да, то есть это я имею в виду, что затраты на содержание работ по проекту, то есть
чтобы была вся белая бухгалтерия в рамках проекта и так далее. То есть юридическая служба, экономическая. То есть это все очень дорого стоит. И понятно, что брать маленькое количество государственных денег не стоит, потому что очень сложно их содержать. Поэтому я вот такую сейчас для себя планку вижу, что меньше 50-100 миллионов рублей как бы проекты делать нецелесообразно, потому что очень большие затраты на содержание как бы бухгалтерское, экономическое. Но в целом деньги всегда хорошо, и государственные тоже, поэтому почему нет? Но как бы уровень риска, он сильно повышается, потому что если вы занимаетесь только коммерческими деньгами, то вы отвечаете перед какими-то своими контрагентами, да? А если вы берете государственные деньги, то вы отвечаете перед государством. А с нашим государством судиться обычно бесполезно, и поэтому как бы очень риск большой, что если вы становитесь там кому-то не нравится, то какая-то очень грамотная проверка может выявить какие-то неточности, и вам могут насчитать большую сумму как бы нецелевой траты денег, и, соответственно, вы можете сесть там по статье там, на 6-7 лет. Вот. Это как бы надо всегда в голове держать, но в целом деньги это хорошо, и даже государственные. Хорошо, спасибо. Вот там еще вопрос. Девушка, возьмите микрофон, пожалуйста. У вас в Сыктывкаре есть регулярная доставка пиццы. Клиенты на крышу выходят или окно открывают? Ну, во-первых, мы из Москвы. Вот, и компания в Москве. В Сыктывкаре мы делали проект, это был в 2014 году, проект шел месяц. Мы начали 22 июня, закончили 23 июля. Это был разовый проект по доставке пиццы в Сыктывкаре, где мы доставляли пиццу на 4 точки. Одна – это был парк, куда мы доставляли на коптере пиццу в парке. Коптер спускался на тросе, там был промоутер, который пиццу забирал и отдавал клиентам, которые там же ее заказывали. И 3 точки – это 3 здания. Одно – это студенческая общага, и мы доставляли прямо в окно, то есть он прям над окном спускал, и люди брали прям пиццу из окна. И 2 точки – это постоянным клиентам тоже доставляли в окно. А коптер для МВД, он что делает? Или это секрет? Это был проект, мы его сдали в декабре 2013 года, тоже достаточно старый. Там для мониторинга дорог, то есть они висели над участками трассы, где отлавливали людей, которые обгоняют по обочине или какие-то другие нарушения делают. Причем у них это реально работало. Я даже видел, они там такой знак поставили, что там этот участок дороги мониторится с помощью беспилотного летательного аппарата. И выписывали штрафы просто людям. Плюс еще использовали на мониторинге культурно-массовых мероприятий. Круто, спасибо. Пожалуйста. О, к нам пришла Света и хочет полетать на коптере. Свет, проходи. Это вот наш конструктор детский. Из него можно собрать такой квадрокоптер. На самом деле не только квадрокоптер, можно еще собрать гексакоптер или октокоптер, который может поднимать где-то там 500 грамм или 600 грамм. Вот. И полностью научиться, как коптеры собираются, настраиваются, проектируются, как ими управлять, летать визуально или FPV и программировать полностью автономные полеты. Вот. И кто хочет научиться летать на коптере, можно будет подойти к Свете, и она поучит. Да, ведь, Свет? Ну да, кто-то хотел научиться летать на коптере.
Так, что-то будет еще? Нет? Ладно, ребят, спасибо, что досидели до конца. Вот. Всем удачного дня, хорошего настроения, успехов в делах.